Раздражение в отношениях. Что делать? Как сохранить семью? Как сделать так, чтобы снова в семье была любовь, интимность, доверие, секс и тому подобное? Дело в том, что когда люди начинают встречаться, естественно, гормоны дают о себе знать, так называемый конфетно-букетный период. И когда люди не замечают, либо по разным причинам, многие негативные факторы, многие минусы в другой своей половинке. Неважно, это парень, девушка. Кстати, это видео как для парней, так и для девушек. Эти законы, которые в раздражении, эти реакции, эти эмоции, они универсальны, что для женщин, что и для мужчин. Ну и вот когда только отношения зарождаются, конфетно-букетный период, гормоны, парень делает все, чтобы понравиться девушке, он показывает наилучшего себя, то есть он ухаживает, дарит подарки. То же самое девушка тоже пытается показать лучшую модель поведения себя и лучшую себя. Опять же, это нормально, это все тогда, когда только люди начинают встречаться. У них все окей в отношениях, у них все окей с сексом, у них все окей с семейной жизнью и так далее. Но когда они начинают жить вместе, романтика потихонечку уходит, конфетно-букетный период потихонечку уходит. И, как говорят, что лодочка бьется от бытовуху. И бытовуха все равно влияет на нас, очень сильно влияет. И на самом деле, когда, допустим, берем срок год или 2 года. Когда люди встречались, они были одни. Прошло 2 года, и люди, на самом деле, становятся совершенно уже разными. Потому что вся наша физиология, опять же, тут такая палка о 2 концах. Те нейроны, которые у нас есть, те установки, те ценности, вообще сам психотип личности. То есть у нас многое в жизни меняется. И люди через 2 года, как будто бы иногда так бывает, становятся чужими друг другу. И элементарные примеры про раздражение, это когда парень, допустим, не убирает одежду перед сном, когда парень, я сейчас про парней, потому что мне это близко знакомо, я сам это проходил в наших отношениях с женой, мы более 10 лет вместе, семья у нас. И что было, допустим, у нас? Жена раздражалась, когда я не убирал вещи перед сном, они должны быть аккуратно где-то сложены в шкафу. Либо посудная тряпочка должна лежать там на определенном месте на кухне, не в другом там каком-то месте, там не знаю, в рандомном месте на кухне. У нас разные были предпочтения по свету. Мне нравится, когда вокруг светло, когда куча много света, когда вечером мы садимся и везде горит свет. А жене наоборот-то не нравилось. И много чего. Опять же, я думаю, у каждого есть что-то такое, кто может рассказать про пункты, про раздражение, что же нам не нравится, от чего мы раздражаемся и почему жизнь наша в отношениях начинает меняться. Что у нас происходит при раздражении? Мы испытываем негативные реакции, мы испытываем негативные эмоции, у нас злость, у нас ненависть, у нас агрессия. Агрессия может быть и прямая, может быть и пассивная агрессия. То есть там уже не до секса, там уже не до интимности, там уже люди начинают ссориться, скандалить. Опять же, ссоры, скандалы – это нормально в отношениях, важно их преодолевать. И ссоры и скандалы, благодаря им отношения становятся все крепче и крепче. Но как сделать так, чтобы раздражение, как преодолеть это раздражение в отношениях, как найти общий язык? И тут не нужно придумывать велосипеда, и тут единственный способ – это разговаривать. Разговаривать с партнером, говорить то, что тебе не нравится, говорить то, что слушай, мне не нравится вот это. Я хочу, чтобы либо мне было бы гораздо приятнее, если бы ты это изменил, либо как-то подредактировал. Это что касается мужчины, это что касается женщин. То есть это нужна честность, нужна интимность, нужно сесть и по-честному поговорить на эти темы. Если, опять же, ситуации бывают различные, и когда ко мне клиенты приходят на терапию, когда мы с ними разговариваем, либо пара, либо один человек. И, допустим, опять сейчас приведу такой пример, когда мужчина пришел ко мне на терапию и рассказывает: жена делает вот это неправильно, вот это она меня бесит, тут она меня раздражает, я хочу уйти. Мы с ним работаем, задаю ему, естественно, стандартные вопросы про ведение терапии, то, что вы действительно этого хотите. Потом человек говорит: да нет, я что-то вспылил, на самом деле я хочу наладить отношения. И я не могу повлиять
и дать какой-то стопроцентный совет, какую-то рекомендацию, делай вот так, вот так, вот так, и все в вашей жизни будет окей. Все люди индивидуальны. Я лишь могу за свой опыт говорить. Да, в психологии есть общие факторы, общие рекомендации, которые, естественно, помогают. Есть упражнения, есть техники. Конкретные техники — это сесть, поговорить, выписать. Если не получается честного разговора, то взять ручку, листочек, бумажки, написать это все и передать друг другу письмо, чтобы люди прочитали, чтобы люди потом искали, чтобы пара в семейных отношениях, неважно, муж и жена, там, они женаты, не женаты, официально это дело другое, когда у них есть отношения, чтобы они прочитали и поняли, что хочет вообще партнер, потому что до разговора очень редко доходит. Как показывает практика, люди очень, когда они злятся, когда они раздражены, они говорят либо еще обиднее слова и жалят в какое-то уязвимое место, потому что когда есть интимность, люди раскрываются, люди становятся настоящими друг перед другом, они не строят стен и преград, говорят о тех минусах. И, конечно же, в паре это люди замечают, что у каждого какие есть минусы. И вот в агрессии, в раздражении, бессознательная реакция, пассивная агрессия, половинки друг друга жалят именно в этом. И тяжело дойти до диалога, но тут без разговора никак не обойтись. Окей, если разговоры не помогают, то можно написать это все на письме и передать своему партнеру в отношениях. Пусть он прочитает. Потом, опять же, после этого письма, либо после разговоров, сесть снова за стол и снова начать разговаривать. Снова начинается семейная терапия между друг с другом. Находить баланс, находить так, как чтобы обоих что-то устраивало. Кому-то что-то сократить. Если жену бесит то, что везде включен свет, а муж хочет сохранить отношения, то окей, тут опять же не надо придумывать велосипед. Пойди навстречу жене и сделай так, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было вольготно, чтобы она меньше раздражалась. Тогда выключай свет по всей квартире, когда вы вместе находитесь. Также очень важен отдых. Это я сейчас говорю к тому, что возможно, и вот конкретно в нашей семье так было, когда у нас были ссоры, конфликты, и мы договаривались друг с другом, это было наше осознанное решение, не решение одного человека, а решение двух людей. Когда мы спали некоторое время, там 2-3 ночи на разных кроватях, допустим, я на диване сплю, жена спала на кровати. То есть тем самым мы разделялись, тем самым мы немножко оставались одни. Опять же, это элементарно, когда можно съездить в отпуск одному, отдохнуть, потому что когда люди всегда находятся вместе, когда люди уже как бы сливаются, вот там мужчина и женщина, они уже сливаются, они уже не понимают, кто есть на самом деле, границ уже совершенно никаких нету. И это с идентичностью очень-очень тяжело. Они уже не понимают, где их агрессия, где не их агрессия, где какая эмоция, моя, не моя, почему так происходит. То есть расстаться по договоренности, опять же, не значит расстаться, все, там развестись и разъехаться. По договоренности, осознанно, просто поспать в разных кроватях, это нормально. Если, опять же, есть доверие, любовь, близость, и два человека хотят сохранить отношения, хотят сохранить именно союз, потому что союз — это когда оба человека хотят одного и того же. Не когда один что-то придумывает, выдумывает и наоборот делает назло. Чтобы вот уехать одному куда-то, не знаю, может к маме пожить, может в командировку, может куда-то в отпуск на пару дней съездить. Если это мужчина, элементарно на рыбалку, на охоту, куда-нибудь с мужиками поехать, там на ту же рыбалку, охоту. Это нормально, чтобы вот разделить, чтобы побыть одному, чтобы погрузиться в свои мысли, чтобы по-новому переосмыслить, чтобы был стимул, чтобы помнить, естественно, о тех моментах, когда вы только начали встречаться, что вас сближало. И на самом деле в отношениях, в ссорах, в конфликтах и в раздражении, как выходить из этого, очень важно подчеркивать сильные стороны. Не только жалить слабые места друг друга, которые мы прекрасно знаем, которые есть у каждого из нас, а именно подчеркивать сильные стороны. Почему, когда вы начали встречаться, почему вы создали семью, почему вы полюбили друг друга, у каждого из нас есть сильные стороны. И важно акцентировать на этом внимание, то есть говорить об этом человеку, хвалить ему, напоминать об этом. Тем самым налаживается связь, тем самым налаживается интимность в этих взаимоотношениях, тем самым уходит раздражение. Опять же, нельзя так сделать, то что вот на всю жизнь, там, не знаю, раз, и все раздражение в семейной жизни полностью исчезло. Раздражение — это нормальная реакция, она не хорошая, не плохая, она есть. Но важно, как мы ее воспринимаем.
важно, как мы работаем с этим раздражением. И тут еще, кстати, самое интересное заключается в том, что раздражение – это наша эмоция. То есть это не эмоция другого человека. Вот произошла какая-либо ситуация, допустим, ложимся мы спать, я не убрал вещи в шкаф, жена начинает раздражаться, и начинает нервничать, пассивная агрессия, либо активная какая-то агрессия. Но вся фишка в том, что это не мои эмоции, это ее эмоции. И то же самое, если наоборот. То есть, если я раздражаюсь, это мои эмоции, это мое восприятие. И тут важны такие навыки, как принятие. Не все мы идеальны, и мы прекрасно понимаем что нет идеальных людей, нет идеальных отношений, и это нормально. Это все нарабатывается годами, это повышается уровень осознанности, повышается близость и интимность между вами. То есть, менять восприятие. Быть более, более принимать человека такой, какой он есть, со всеми его минусами, со всеми его недостатками, но подчеркивать и видеть плюсы в этих ситуациях различных. И в этом человеке, опять же, видеть плюсы, их просто подчеркивать, об этом говорить честно и открыто. И тут еще, наверное, самое-самое последнее. Очень часто я вижу в своей клиентской практике, когда девушка приходит, либо парень приходит ко мне на консультацию, на терапию, когда два человека пытаются наладить отношения, и у них не совсем получается это сделать. Вроде бы импульс есть, но каждый из них как-то ждет от другого, может, какой-то первого шага, либо реакцию. Тут нужно взять ответственность на себя. И вот в отношениях, опять же, ответственность делится пополам. 50% девушки, 50% мужчины. И не ждать первого шага от другого человека, а самому начать делать этот первый шаг. Это очень-очень важно. Потому что если ответственность вся полностью мы перекладываем на партнера, не получится воссоединить отношения, не получится убрать раздражение. И тут, опять же, очень сильно помогает помощь сторонних специалистов, психологов. Элементарный пример, потому что, очень редко бывает, когда пары сами находят общий язык, сами разговаривают по-честному, сами проводят большую работу, каждый из них по отдельности, не кто-то один, а каждый из них проводит большую работу над отношениями, и тем самым их отношения становятся все крепче, раздражение уходит, негатив, стресс и так далее, различные факторы уходят. Тут нужна помощь специалиста. И если у вас есть такой запрос, то пишите, будем работать вместе с вами над тем, чтобы ваши отношения стали гораздо более гармоничнее, чтобы появилась любовь, потому что нужно подсветить сильные стороны. Опять же, есть определенные техники, методики, упражнения, общие рекомендации, с помощью которых отношения становятся гораздо крепче, гораздо лучше, и интимность возобновляется, и возобновляется секс. Да это вообще, когда хорошие взаимоотношения в семье, когда крепкие отношения, это большая сила, это большое счастье для семьи и для всего окружающего мира. В общем, если нужна помощь, то обращайтесь. Наверное, все. С вами был психолог, сексолог Сергей Витищенко. Если что-то я забыл, то пишите комментарии. Если какой-то есть вопрос, то также пишите комментарии. Желаю вам хорошего дня и желаю, чтобы ваши отношения были крепкие, были сильные, чтобы у вас была любовь, интимность, доверие и раздражение как можно больше уходило. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.